Приветствую вас, коллеги и любители нумизматики. Сегодня много разговоров о том, что монеты, которые находятся в слабах, далеко не всегда соответствуют тем заявленным уровням качества, уровням МС, которые указаны на этих самых слабах. И что компании NGC и PCGS не всегда адекватно выносят вердикты по качеству монет. И, соответственно, в слабах лежат не те монеты, которые там должны были бы лежать. Поэтому предлагаю вам на примере монет, которые у меня есть в данный момент, посмотреть, оценить и разобраться, так ли это. Конечно, это только мои монеты, но в любом случае это тоже рандом. Поэтому, надеюсь, мы с вами сможем объективно посмотреть и оценить, такова ли ситуация. Давайте возьмем монеты Веймарской республики. 3 марки, птица на мосту, как называют ее на сленге коллекционеров, и посмотрим на них повнимательнее. МС-62, МС-64. По штемпельному блеску МС-62 и МС-64. То есть на МС-64 более светлое, яркое поле, на котором мало механики и очень мало темных пятен, которые бы говорили о каких-то повреждениях. На МС-62 гораздо больше темных пятен, гораздо больше темных моментов. Ну, соответственно, поле повреждено больше. Давайте теперь посмотрим на механику и посмотрим на потертости рельефа. Монета МС-62. Так, смотрим на поле. Как вы видите, и слева от орла, и справа над орлом на поле монеты достаточно много темных пятен и мешкового сохрана. Дальше с левой стороны от головы и плеча и шеи орла есть такая темная серая зона с какими-то потертостями. Над орлом большая зона с волосяными царапинами, потертостями. Точно так же под мостом. Массивная площадь, покрыта царапинами всевозможными и разными. Теперь смотрим на те моменты, которые нам скажут о потертостях рельефа. На самом теле орла, вот в этом месте, на плечах, есть потертости штемпельного блеска. Я не скажу, что это очень сильно стерт рельеф, но там уже наметились тенденции, и этот участок, он свет отражает по-другому. То есть видно, что то естественное состояние монеты, которое было, там уже отсутствует, там другой цвет. Дальше смотрим на перья. Вот это перо, потертость, темная зона. На этом пере тоже. На этом край и на вот этом край. То есть каждое перо уже получило повреждение. Вот верхняя часть блестит, нижняя часть темная. Это уже потертость. Вот на вот этом пере есть тоже вот темная зона, потертость. И нога. Смотрите, она темная, относительно светлых перьев. Достаточно хорошо видно, что нога тоже имеет потертости и повреждения. То есть рельеф тоже поврежден. Реверс. Реверс у нас достаточно яркий и чистый. Почти никаких повреждений нет. И только единственное, что вот корпус тела орла, вся чешуя на нем, то есть все перья, они все блестят. Раз они блестят, значит там тоже стерто естественное состояние поля монеты. И оно уже более блестящее, более потертое. Ну, это, наверное, пожалуй, все.
Берем монету МС-64. Так, монета МС-64. Смотрим на поле монеты. Поле достаточно чистое. Только левее груди орла есть несколько небольших забоинок мешковых. Вот. Под мостом у нас лампа немножко мешает. Под мостом у нас буквально несколько волосяных царапинок и одна маленькая такая царапинка чуть побольше. Над орлом поле тоже чистое, почти никаких моментов там нет. Тело орла на потертости, износ рельефа. Здесь все соответствует цвету, везде цвет ровный, одинаковый, точно так же на корпусе орла. И смотрим на перья. Перья у нас тоже все ровного цвета, все одинаковые, нигде нет износа. Смотрим теперь на ногу. Нога у нас тоже практически без износа, такого же примерно цвета, как и остальная часть монеты. Свет попадает в камеру, прямое отражение, она немножко сбоит по фокусировке. Поэтому с рельефом монеты на аверсе у нас однозначно эта монета лучше. Она не имеет износа и на ней минимум механических повреждений. По реверсу монета яркая. В принципе, они почти одинаковы по реверсу. Я бы сказал, что очень даже близки. Но здесь орла у нас нет такой блестящих перьев, такой чешуи блестящей, как на предыдущей монете. То есть здесь более естественное состояние монеты. И она здесь не подтерта, не подшлифована прикосновениями, там, потертость, трением об какие-то поверхности, на которых она хранилась. То есть здесь монета лучше тоже. Поэтому считаю, тоже данная монета у нас имеет адекватное грейду состояние. И не могу сказать, что я заметил несоответствие монете и грейду. Теперь давайте рассмотрим монеты граф Цепелин. Эти монеты в грейдах ближе, то есть одна в МС-64, одна в МС-63. Обе монеты имеют яркий штемпельный блеск, и одна, и вторая. И на аверсе, и на реверсе. То есть монеты достаточно яркие, грейды у них близко стоят, и на первый взгляд вроде бы никаких различий нет. Но если присмотреться повнимательнее, то смотрите, правая монета МС-64 у нас. У нее более матовый земной шар, полностью весь, по всему своему объему. И более темное поле монеты, где у нас идет надпись «Граф Цепелин». То есть очень хорошо видно. Смотрим на эту монету, на МС-63. Здесь у нас уже не такой матовый глобус. Он уже более темный. То есть нет вот этой морозной серебристости на нем. И он ближе по цвету к полю монеты. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что он частично утрачен. Уже немного есть различия. Но они действительно и должны быть небольшие, так как грейды очень близко. Хорошо, давайте теперь посмотрим по механике. Берем МС-63. Сейчас я сделаю крупнее. Вот примерно так. И рассмотрим эту монету. Есть на монете небольшие мешковые забоинки темные, вот под Африкой слева, вот они. И справа тоже есть, вот, темная, и вот одна забоинка, светлая, ударчик. Также есть на поле правее носа дирижабля темное повреждение. Также есть на самом дирижабле, смотрите.
много царапин, есть удар посередине прямо, царапина ниже удара. На носу тоже забоины у нас достаточно большие. И смотрите на износ рельефа. То есть вот эти продольные полосы на дирижабле, они у нас частично изношены. То есть они не везде имеют свое естественное состояние. В некоторых местах они вообще пропали, стерлись. В некоторых местах они нормальные, в некоторых на них есть повреждения. Хорошо, смотрим на аверс. Ой, на реверс. Так, что у нас по реверсу? По реверсу у нас по полю между крыльями и головой орла у нас много потертостей, царапин. И слева, и справа. Есть правее крыла, вот здесь вот, тоже темные области потертости. Есть вот царапины. Ну и вот здесь еще вот потертости есть. В принципе, и вот еще сильный удар есть на туловище, вот удар другой монетой. В принципе, больше механических повреждений нет. Рельеф у нас, в принципе, везде не потерт. Не могу сказать, что он потерт. С рельефом вроде бы все хорошо здесь. Теперь давайте посмотрим на МС-64. Итак, МС-64. Здесь у нас, как вы видите, красивый матовый рельеф, земной шар. Идеально чистое поле, на котором идет надпись по кругу. И смотрим, что у нас, какие повреждения. Значит, на земном шаре у нас есть забоины. Вот одна, вторая. Вот тут вот микрозабоинки. Потертостей по полю нету. Темных пятен тоже. На самом дирижабле что у нас? Здесь у нас сверху есть вот небольшие маленькие ударчики. И чуть-чуть светлых волосяных царапинок. То есть все остальное в принципе нормально. Все полосы на дирижабле продольные, рельефные. Практически нет повреждений. И как вы видите, даже по самому корпусу дирижабля у нас есть штемпельный блеск. Чего не было на МС-63. Еще раз смотрим на МС-63. Видите, да, на самом дирижабле уже нет штемпельного блеска. Он стерт. И больше повреждений на самом дирижабле. То есть вот царапины тонкие, волосяные, удары, крупные царапины, мелкие, в разных направлениях. Вот на хвост, смотрите, видите, весь поцарапан. Ну и по полю также царапины, на поле монеты царапины. То есть в данном случае достаточно все объективно. И монеты получили заслуженные грейды. Теперь обратим внимание на монеты в более высоких грейдах. Значит, эта монета в грейде МС-64, вторая в МС-65+. То есть монеты в очень высоких грейдах. 3 марки Веймарской республики, Динкельсбюль. Смотрим на штемпельный блеск. МС-65 очень яркий, красивый блеск. МС-64 тоже достаточно яркий блеск. И в принципе почти такой же. Что у нас по аверсам? По реверсам. Значит, реверсы. Монета МС-65. Очень красивый блеск по всему полю. Монета МС-64. В принципе, тоже не отстает, но уже между крыльями и головой орла две темные зоны. То есть он уже там не такой яркий. Хорошо, теперь давайте посмотрим по повреждениям и механике. Значит, берем МС-64. Делаю крупнее. Так, смотрим. Монета очень своеобразная. И на этой монете самые выпуклые точки рельефа – это голова в районе над ухом, выше уха и борода.
Также еще вот рука. И вот здесь вот видно более светлый участок, более плоский. Это вот две пряди, которые идут к уху. И плохо очень сейчас мешает лампа. И как видите, борода вся светится, вот эти вот самые выпуклые части на ней, которые ниже щеки, идут туда вниз к подбородку. Более светлые места. И еще вот здесь вот на прическе одно и второе место. И в принципе я скажу, что по выпуклым частям рельефа, в принципе, это, наверное, и все. Ну и еще вот башни, они имеют несколько механических повреждений, таких небольших, зубчатых углублений. И в принципе, наверное, по механике это все. Ну так все-таки монета имеет МС-64. Ну и на руке еще у нее вот есть на ладони, вот здесь вот ударчик один и второй, вот два ударчика прямо по ладони. С этой стороны, с реверса, в принципе, на монете повреждений особо нет. Ну, по крайней мере, я их не вижу. И потертости рельефа тоже практически не наблюдается никакого. Смотрим МС-65+. Значит, МС-65. Смотрим на голову. Смотрите, пряди волос, которые идут к уху, просто выделяются рельефно, но не меняют цвет, то есть они не блестят. Точно так же и на бороде. Но есть один ударчик на щеке. Вот здесь вот маленький микроударчик. Башни выглядят более гладкими, но есть один ударчик на вот этой башне и ударчик вот на этой вот и вот здесь чуть-чуть. То есть в данной ситуации у нас монеты практически одинаковые по качеству, но в МС-65 нет потертости рельефа. Вообще потертостей никаких нет. То есть рельеф весь целый. Есть небольшие ударчики на той и другой монете. Очень маленькие, незначительные. И на монете МС-64 у нас еще чуть хуже штемпельный блеск. На реверсе монеты, вот видите, да, темные зоны между головой и крыльями орла. И вот эти незначительные, казалось бы, на первый взгляд, различия и привели к тому, что эта монета получила грейд ниже, та монета получила грейд гораздо выше. Все соответствует. Даже в высоких грейдах есть различия. Давайте посмотрим еще на одну пару монет. Тоже Веймарская республика. Сегодня у нас день Веймарской республики. Это монета 3 марки Любек в грейде МС-63 и в грейде МС-65. То есть здесь уже топ-грейд и грейд пониже через один. Смотрим на различия. Значит, штемпельный блеск МС-63 и МС-65. Хочу сказать, что Любек монета очень своеобразная. У нее очень отличается от других монет штемпельная поверхность, и она очень по-другому отражает свет. То есть я бы ее оценивал даже по-другому, чем другие монеты в плане штемпельного блеска. По штемпельному блеску у нас по Любеку луч ходит, гуляет, но он не такой яркий. Монета тоже слегка в патине, и та, и другая. А по этой монете как бы просто блестит больше, чем гуляет луч. Смотрим с другой стороны. Смотрим на МС-63 ближе. Здесь у нас просто блеск и почти нет штемпельного блеска в плане классики, то есть луч не гуляет. Вот есть немножечко справа от цифры 3 изменяется темное поле на светлое. И все. А так она просто имеет такой серебристый блестящий фон. Смотрим на
65. Здесь уже видно, да, как гуляет луч света по монете. И тоже с таким же пятном. То есть я так предполагаю, на штемпеле была не очень ровная поверхность, что приводит вот к таким изменениям в игре света на монете, когда мы пытаемся ловить штемпельный блеск и запускать луч на монете. То есть луч здесь очень своеобразный, видите какой. Он разрывается на несколько частей в этом месте. То есть эта монета более яркая однозначно, чем МС-63. Смотрим на механику. Смотрим МС-63. Делаю крупнее. Итак, наша МС-63 поле монеты. Видно. Слева от цифры 3, мешковые царапины. Справа то же самое. Даже вот над кончиком нижней части тройки есть удар. И по остальной части поля тоже есть правее буквы S, под буквой М чуть-чуть. То есть небольшие повреждения мешковые есть на монете. Есть также вот эти светлые блестящие волосяные царапины с обеих сторон. И на самой троечке тоже там есть маленькие ударчики. Смотрим реверс. На реверсе у нас на поле справа-слева от щита есть маленькие забойчики, маленькие царапинки, ударчики на щите вверху над головами орла есть небольшие. Монета тоже имеет полосы от чистки штемпеля по всему полю. Это не царапины. И в принципе по потертостям рельефа смотрю на потертости рельефа. Как бы ничего такого особого я здесь не вижу. Ну, с этой стороны у нас, конечно, стерт полностью штемпельный блеск на тройке и на надписи Reichsmark. Там его нет. Давайте на МС-65 посмотрим. МС-65, как видите, тройка имеет штемпельный блеск, сама цифра. Надпись Reichsmark тоже имеет штемпельный блеск. Поле у нас очень чистое. И только слева от тройки небольшой мешковые забойники. Но это, в принципе, все. То есть монета у нас достаточно хорошая. Теперь смотрим волосяные царапинки. Есть небольшие, несколько волосяных царапинок. На поле тоже есть чистка штемпеля. Эти горизонтальные продольные полосы – это чистка штемпеля. А вот волосяные царапинки диагонально есть. А от троечки вот она, царапинка вот эта. И, ну, в принципе, и особо-то их и нет. И есть небольшой ударчик вот на букве М. Дальше, с этой стороны. Здесь на поле есть чуть-чуть темных областей справа от щита и маленький забойчик. Ну и, в принципе, все. Больше по монете проблем нет. Ну и вот еще под крылом немножко на щите. Тоже ударчик маленький. Ну, то есть монета явно лучше. Гораздо лучше. И думаю, здесь тоже самая грейдинговая компания сделала очень четко все и правильно. Да, видите, какая разница по монете. Все правильно. И предъявить какие-либо претензии в недобросовестной оценке я бы не смог. Вы сами можете оценить увиденное, сделать выводы. Я от себя могу сказать, что я согласен полностью с тем, что вижу, то есть грейды соответствуют вложенным туда монетам. Скажу, что я эти монеты грейдил не так давно. Я их получил 20, может 30 дней назад от грейдинговой компании. И полностью согласен с тем, что увидел. Благодарю вас всех за просмотр. Желаю всем вот таких качественных, хороших монет. И чтобы грейды всегда соответствовали состоянию монеты на ваших слабах. Желаю вам всем удачи
и до новых встреч!